Всем привет, на связи Фанома. 22 января улитка выкатила очередной марафон и, честно говоря, неприятно удивила аудиторию. Главный сюрприз – это инфляция. Стоимость каждого из 9 знаков отличия возросла с привычных 40 до 45 тысяч очков. Это в сумме увеличивает гринт на те же 45 тысяч. Считайте, целый лишний этап из воздуха. А чтобы продать эту радость на бирже, придется нафармить безумные 750 тысяч очков миссии. Ради чего такие страдания? Ради главного приза – российского БТ с говорящим названием Т-72Б3 Арена с одноименным казом. Наверняка внимательные зрители уже заметили странность, ведь подобная машина уже есть в ветке под индексом Т-72Б3А Арена М на завышенном БРе 12.3. Неужели улитка вводит ее клона? И да, и нет. Новый танк представляет собой промежуточную модификацию между Б3 2011 года и Б3 УБХ с казом. Наша же машина образца 2013 года расположилась на БРе 11.0 и станет второй наземной единицей в советской ветке на этом боевом рейтинге, помимо Т-90А, с которым она во многом схожа. Поэтому логично будет сравнивать ее именно с 90-ком, на примере которого и попробуем составить общую картину геймплея на марафонном танке, а также сделать вывод, нужна ли такая машина в коллекции, и выяснить потенциальную стоимость УБТ на бирже. Начнем с того, что 11.0 довольно малочисленный рейтинг и представлен в игре всего 4 УБТ. Т-90, прототип Леклерка и пара китайских ЗТЗ-99. По этой причине мы редко играем на своем БР. Как правило, основная масса боев происходит на 11.3-11.7 ввиду популярности вилки 10.7-11.7. В абсолютно низ списка нас также кидает достаточно нечасто, несмотря на внушительное количество танковых примов 12.0. Но думаю, это изменится вскоре после марафона, когда рандом наводнят новые 72-ки. Если в прошлом году Т-90 играл по КД против Леопардов 2.5, то сейчас основной костяк самых серьезных прежних противников отодвинулся на БР 12.3-12.7. Это дает российской машине проявить себя. Он никогда не был очень плох при грамотной игре, но теперь он, по моим субъективным ощущениям, играется немного приятней. Теперь, когда со средой обитания марафонного танка разобрались, следует рассмотреть его ТТХ и сравнить его с аналогом, чтобы понять, как новоиспеченная 72-ка будет чувствовать себя в этом лягушатнике. В первую очередь взглянем на его подвижность. По динамике мы уступаем Т-90. Наша модификация оснащается дизельным двигателем ЧТЗ-84-1 на 840 лошадиных сил против 1000 у 90-ка. И имея идентичные массогабаритные характеристики, 72-ка выдает удельную мощность примерно 18,3 лошадиных сил на тонну против 21,5 у соседа. Это делает марафонный танк предпоследним среди основных конкурентов в плане энерговооруженности. Ему уступает лишь Challenger 2 TES с 17,6 лошадиными силами на тонну. Однако, в отличие от британца, ни 90-к, ни 72-ка не способны оперативно откатиться назад при необходимости, и для отступления придется разворачиваться и подставлять 40-мм корму. Делаем вывод, что новая машина слабо подходит для активного геймплея. Плохая динамика и невозможность отступить накладывают на 72-ку существенные тактические ограничения, лишает нас инициативы и требует от игрока продумывать маршрут и план действий. Бронирование 72-ки во многом схоже с Т-90, но имеет ряд отличий. На анализе защищенности наглядно видно, Т-72 уступает 90-ку в броне, и если на более ранних снарядах типа ДМ-23 от вторых Леопардов разница в уязвимых зонах несущественна, то на более поздних ломиках новый танк проигрывает брату за счет сварной башни Т-90. К слову, борта защищены идентично, и в отличие от более поздних Б3 мы не имеем прикрытых ДЗшкой бортов, оставляя их уязвимыми даже для автопушек, особенно в нижней части борта. Но это беда обоих танков. Выживаемость у обоих машин слабая. 3 члена экипажа и карусель смерти не способствуют живучести при пробитии основной брони. Однако, сам механизм заряжания может иногда поглощать осколки, попутно выходя из строя, но защищая БК от детонации. Говоря о уровне защищенности, нельзя не упомянуть о средствах активной обороны. Оба танка оснащены комплексами постановки дымовой завесы, 8 гранат у 72 и 12 у Т-90.
Однако первый способен на 4 пуска по 2 гранаты, позволяя дольше и чаще находиться под прикрытием, а второй 3 пуска по 4, обеспечивая большую плотность и размер завесы. Далее различия более существенные. Так, например, Т-72 оснащена КАЗом Арена Э, который защищает машину от птуров и снарядов со скоростью до 1000 метров в секунду в секторе 360 градусов. Но стоит учитывать факт: комплекс имеет 4 раздельные пусковые установки, которые делят сферу вокруг башни танка на 4 сектора с углами перекрытия в примерно 100 градусов каждый, и расположены они на башне машины. Так что при израсходовании контрбоеприпасов, которых каждой установке по 2 штуки, необходимо будет доворачивать башню в нужном направлении. 90-ик же оснащен КУЭПом штора, который может отводить от себя некоторые полуавтоматические птуры в передней примерно 60-градусной зоне. Вещь в боях не очень востребованная, но иногда способна защитить от вертолетов или залетных птуровозок. Что важнее, так это наличие у Т-90 СПО, который подсвечивает направление, откуда по нам идет замер дистанции или ведется птур. Пока что в ходе сравнения 72-ка по всем характеристикам уступает Т-90, но именно в огневой мощи и комфортности стрельбы марафонец на голову превосходит своего линейного оппонента. На первый взгляд вооружение идентично. Это 125 мм орудие 2.46 М5 с топовыми ломами 3БМ-60, которые обладают отличными показателями баллистики и бронепробития для своего боевого рейтинга. Оба танка имеют приятную оптику и тепловизор второго поколения, который обеспечивает комфорт при поиске противника. Но на этом сходства заканчиваются. На Арене установлено более продвинутое СВО и приводы наведения. Вдобавок, конструкция литой башни обеспечивает чуть лучшие углы вертикального склонения – минус 5,7 против минус 4,5 у Т-90. Но это мелочь. Главная фишка 72-ки именно в обновленных приводах, которые дотягивают до уровня лучших танков НАТО, достигая значений до 40 и 38 градусов по горизонтали и вертикали соответственно, в то время как Т-90 вынужден мириться со скромными 24 по горизонтали и позорными 3,5 по вертикали. При наличии параллакса и кривой настройки прицела от третьего лица это вызывает массу проблем не привыкшего к советским приводам игрока. По итогу можно прийти к выводу, что награда за марафон — это машина второй линии, обладающая не худшей огневой мощью, неплохой, но не ультимативной защищенностью и компенсирующие все это своей удручающей подвижности, в отличие от Т-90А, который хоть и не ставит рекордов в скорости, но способен вовремя приехать на позицию или прострел. Однако, благодаря замечательным приводам, марафонцу не обязательно стоять на краю карты и выцеливать противника на огромной дистанции, как какой-нибудь Турмус. Арена, скорее всего, сможет проявить себя в обороне на городских картах или контролить сразу несколько направлений, в отличие от соседа ПБР, которому часто не хватает скорости реакции. Итак, нужна ли эта машина в ветке и стоит ли вообще начинать ее качать? Однозначного ответа нет. С одной стороны, танк не хватает звезд с неба, даже не бустит прокачку советской ветки, и вдобавок его придется выводить из стока, хотя на этот раз улитка немного сжалилась над простыми танкистами и за 9 знаков отличия решила подогнать 4 случайных модуля прокачки. С другой стороны, она дополняет советский сетап 11.0 с Ми-28 и парой неплохих штурмовиков. Третья альтернатива тоже не худший вариант. Если приложить немного больше времени и усилий, можно получить улучшение купона и, продав машину на бирже, вырученные гайджин-коины вложить в желаемый танк. На бирже сопоставимые машины типа китайской Т-80УД или советской 80-ки с Дроздом покупаются примерно в диапазоне от 20 до 60 долларов. Надеяться на то, что цена дотянется до объекта 292 или той же Модерны, я бы не стал. Все же эта машина порезанный клон не самого комфортного танка игры, без каких-либо уникальных особенностей. Кстати, на момент монтажа улитка подложила свинью и выкатила анонс измененных БР. В нем фигурирует Б3УБХ, которая должна будет приехать вниз на БР-11-3, что в общем снижает привлекательность и потенциальную ценность марафонного ОБТ и, возможно, в дальнейшем приведет к снижению его боевого рейтинга до 10.7, но это уже зависит от серверной статистики. Если зашел контент, делись мнением в комментариях и подписывайся на канал. А на этом ролик подходит к концу.